В предыдущих сериях мы познакомились и путешествовали с Мишель по северам Америки. Мы уже, в общем-то, начали жить вместе, и я, конечно, хотел поселиться с ней в своей стихии, на борту яхты. Я задумал предложить ей переехать ко мне на лодку, и один поехал к себе в Ориентал, Северная Каролина, чтобы подготовить для нас жизненное пространство на яхте. О боже, какая же она горячая. О боже мой, она просто раскаленная. А где это я? Как обычно, пицца на капоте. All Front Porch Music Festival. 3 дня, 5 суббота, воскресенье. Разная музыка. Вот это моя любимая группа. Лидер группы, хозяин ресторана, в которого я выступаю на открытом микрофоне все время. Тут тачка его. Осенняя пора, октябрь, золотой сезон, лучшая погода на Атлантическом побережье Северной Каролины. Ориентал находится на берегу внутреннего водного пути восточного побережья Америки, Intracoastal Waterway, который проложен от Нью-Йорка до Флориды и далее до Техаса. В Ориентале на всего 1000 постоянных жителей 3000 яхт, а еще один продуктовый магазин, 3 ресторана, 1 кофейня, 1 почта, а еще 9 марин, 3 боут-ярда, где лодку можно поднять, рыбацкий порт, несколько яхтенных дилерских центров, магазин Вестмарин и длинная береговая линия. А главное – сообщество удивительных людей, грезящих дальними странствиями и практикующих яхтинг в той или иной форме. Все это дает Ориенталу веские основания быть, а не казаться яхтенной столицей Северной Каролины. В нашей марине в Ориентале все по-домашнему, и парусное комьюнити поистине братское. Все, кто живет или просто тусуется в марине, как большая семья. От случая к случаю мы вместе помогаем вести хозяйство и даже иногда ремонтируем доки. Вот восстанавливаем в Ориентале доки после урагана. Ну, прошлогоднего еще. Сегодня я помогаю сделать вот из этих досок новый настил вон там. И здесь вообще повсеместно идет ремонт. Доки разрушаются, ураганы проходят. И вот сегодня у нас такой день рабочий. Делаем док, как вот этот вот новый. Меня переставляют вот сюда. И мы сейчас делаем док, как раз которым я буду пользоваться в ближайшее время. На самом деле я строил док для Мишель. Целью моего приезда в Ориентал той осенью было подготовить лодку к семейной жизни. Скоро Мишель заканчивала летний сезон работы в национальных парках, и я намеревался начать жизнь и приключения вместе с ней. В голове только и были мысли из серии «Вот, привезу ее с собакой к себе в пиратскую бухту, будет шагать по новым доскам, да со всеми удобствами на яхту заходить». Ну, дело мастера боится, заглядение просто. Хова! Жестко. Ох, красивый закат сегодня, красивый. Ну вот, а я между тем, вернувшись в Ориентал, перешел на лодочную еду. И стремительно подъедаю остатки вечно хранящейся еды, которая у меня есть на лодке. И, ну, сегодня свежую рыбу из реки на обед съел, которая выпрыгнула на док. Вчера на причал выпрыгнула рыбка. Сегодня я, ура, пообедаю ей. Непонятная рыбка. Определитель рыбок можно было бы, кстати, достать. О, достану-ка я определитель рыбок. Определителя рыбок такой рыбки нет. Вот с таким вот плавником. Ну, может, я что-то не знаю. У нее такая еще морда широкая. Вот мой филейный нож. Жарю и гречечку делаю. Гречневые хлопья мне привезли из Москвы уже давным-давно. Ну а курочка вот это из банки. Незаменимая совершенно вещь. Вот такая вот курица. Я достал банку из мусорки и показал ее вам. Ну, лодочная еда.
совершенно незаменимая, которая везде всегда берут на лодку, но не веганы, если только. Красота. Oriental is the coolest place in the world. Вода поднялась так сильно, что вот затапливает уже Ориентал. Вот такая в Ориентале сегодня. Суббота, праздник. Такой подтоплено кафе Бин. Вот, да, высокая вода очень. Так периодически происходит не только во время урагана, а когда надувает ветром. Например, северный ветер надувает сюда воду из всего залива. Вот этот залив Памлико-Саунд ограниченный от океана песчаными косами, но внутри песчаных кос имеет огромную площадь. И эта вся масса воды, будучи надута ветром, делает вот такие вот эффекты. Даже без сильных проблем, без урагана. Вот. Лодки стоят выше машин. Скоро ваши моцики затопят, будут все утопленники. Тут-то потом на аукционах так много затопленных машин. Ну, а это причал, на котором вот здесь вот в этом слипе стояла бабушка 5 лет назад. Ровно 5 лет назад, в этот самый день. В 2014 году, 9 октября, я приехал сюда, появился на этом причале в Ориентале. Это был не первый раз в Америке, но первый раз в Северной Каролине, в Ориентале, на яхте. И в этот же день я купил яхту, дал свои деньги, стал на ней жить. Именно вот здесь это было. Сейчас я стою вон там. Много приключений за 5 лет прошло. Огромная эпоха, целая жизнь яхтенная. Я уходил отсюда, приходил, уходил, приходил опять много раз. И вот вновь я вернулся сюда. И на всем восточном побережье США не могу найти лучшего места для того, чтобы хранить свою лодку. Отлично привязано. Только посмотрите, вот как привязано здорово, грамотно. Все веревки разложены так, чтобы они не перетирались. То есть вот спереди они проходят с минимальным углом через забыл, как называется. Веревки привязаны отлично. Спринглайны, вот эти вот от носового столба к корме, от кормового столба к носу. И кормовые тоже наискосок заложены. То есть крест-накрест, так, чтобы они растягивались, имели большую длину, за счет этого лучше растягивались и не сильно перетирались. И с наветренной стороны, откуда чаще всего идет ветер и волна, положено 5 веревок. А вид отсюда какой прекрасный. Man, I moved to Nashville in 1994 and I'm really plugged in to the music scene. So plugged in that he lives in Oklahoma, but yes. I gotta say, man, when I heard that Brandy Carlisle song, it rocked. Please. Вот так вот таскают цепь. But it really works only on the outer surface here. Not on the if inside. you take it to the that's why I also go to the gravel because Okay. it's like sand. Вот так вот, чтобы цепь освежить. Она очень была ржавая. Вот так парень таскает ее за собой. Потом говорит, покрою каким-то ее материалом за $17 большая банка. Потом покрашу. Мне тоже, наверное, так нужно сделать с одной из моих цепей. He had a long chain on. И песня такая есть, как человек весь в цепях закованный пришел. One night as I lay on my pillow, the moonlight as bright as the dawn. К дому попросил что-нибудь поесть. Ему хозяин вынес, хозяин, он говорит потом, давай хочешь я молоток сейчас возьму, до лото твои цепи собью, будешь ходить свободным. А он такой говорит, нет, спасибо, покормили меня и хорошо, на том хорошо, и пошел. Таскает цепь за собой. Dead body dragging along on the ground. He had a long chain on. Еще из новостей деревни Кнут построил лифт. Морской лифт, вон тот вот подъемник для лодок. Здоровенный лифт. Таких я практически не видел в других маринах нигде. На 60 тонн построил. Вот сейчас у меня не было месяца и возвели такую махину. Он говорит, буду поднимать людей, чтобы просто покрасили дно и сразу обратно скидывать. На день, на 2 максимум. Чтобы долго тут не стояли. Земля очень дорогая. Капитальное сооружение, да. Ну, ему еще причал строить для того, чтобы лодки заходили, и эта штука заезжала их поднимать. Да, конечно. Ответственность большая. Вон сколько гидравлики. Шланги вот эти под замену, конечно, да.
Он говорил, что будет менять шланги. Ну да, лифт. Здорово. 5-летний юбилей мы отмечаем, конечно же, в Сайлосе. Ага, открытый микрофон, среда. 5 лет, как я на бабушке. 9 октября 2019 года я отметил 5-летие владения яхтой «Бабушка» в своем любимом музыкальном ресторане «Сайлос». The song called like By the Black Sea. If you know the Black Sea, the city of Odessa. Есть город, который я вижу во сне. Ох, если бы знали, как дорог у Черного моря и выше. От души побыв в Ориентале и подготовив яхту к заезду Мишель с собакой Финной, я отправился обратно на север США в Пенсильванию, забирать любимую к себе в пиратское логово. Но каждой весной меня манит туда, в Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город, у Черного моря